Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим с вами о самых главных событиях в мире футбола. Сегодня поговорим о российской премьер-лиге. Восьмой тур прошел. Впереди очень интересные игры на европейские кубки, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Но сегодня сконцентрируемся на внутренних делах, потому что международные дела еще впереди. Итак, восьмой тур российской премьер-лиги принес очень неожиданные, с одной стороны, результаты. С другой стороны, эти результаты перекроили турнирную таблицу так, что, наверное, те, кто, допустим, не смотрели бы первые 8 или пропустили 8 первых туров, сильно удивились бы. Ну, во-первых, на привычном первом месте нет питерского «Зенита». И в этом виноват, собственно, только сам питерский «Зенит». Наверное, центральным матчем, если исходить из турнирной таблицы, из набранных очков и так далее, в восьмом туре было противостояние в Санкт-Петербурге, где встречался «Зенит» и Грозненский «Терек». Наверное, абсолютно разные по классу команды. Все-таки питерская команда, безусловно, сейчас флагман российского футбола. Но футбол такая игра, где вот свое первенство и свою такую главенствующую роль надо доказывать в каждом матче. И это подтвердил матч в Санкт-Петербурге. Терек, который неожиданно для всех к восьмому туру набрал столько же очков, сколько и питерский «Зенит», и, собственно, делил первое и второе место с петербуржцами, абсолютно, как выяснилось, не собирался отсиживаться в обороне, не испугался он своего именитого соперника. Довольно равная борьба, конечно, с территориальным преимуществом «Зенита» проходила она, но мало в чем уступал Грозненский «Терек» в данном случае хозяевам. И это несмотря на переполненный стадион. Билеты, кстати, за несколько дней уже невозможно было купить на стадион на эту игру, на этот матч. И, конечно, к разочарованию местной публики, которая, как всегда, яростно поддерживала свою команду, питерский «Зенит» был бит со счетом 2-0. Победили грозненцы, убедительно победили. И, в общем, без всяких вариантов, как выяснилось. Понятно, что матч мог качнуться в одну сторону, в другую. Были моменты и у «Зенита». Кстати, отмечу, что очень часто опасные моменты возникали у ворот соперников после таких прострельных и навесных передач. Хорошо играли нападающие головой, но не всегда попадали в ворота, иногда выручали голкиперы. Но команда Черчесова проявила вновь такой мужской характер, очень боевитость такую, и одержали победу. И таким образом возглавили турнирную таблицу на первом месте после 8 туров. Наверное, для многих это неожиданный результат. Вообще, если говорить о турнирной таблице, то, конечно, для вот этих ультрас-фанатов столичных клубов и питерских, которые еще заражены к тому же и националистическими идеями, смотреть сейчас на турнирную таблицу, наверное, больно и обидно. На первом месте идет Грозненский «Терек», на третьем месте идет Махачкалинский «Анжи», две команды с Кавказа на первом и третьем месте после восьмого тура. Наверняка, конечно, турнирная таблица будет претерпевать изменения, но сам факт вот таков. Махачкалинский «Анжи» набрал ход. Команда Гуса Хидинга производит очень сильное впечатление, особенно что касается атаки. В последних играх они просто взяли за правило забивать по 5 мячей своим соперникам, что в Лиге Европы, что вот теперь в чемпионате России. Со счетом 5-2 на этот раз они обыграли краснодарскую команду. И надо сказать, что первые 3 мяча-то влетели в самом начале первого тайма. И потом, уже расслабившись, махачкалинцы пропустили 1 мяч. Потом уже во второй половине, забив очередные свои мячи, пропустили и второй. Но наверняка в Лиге Европы, где там серьезные ожидают их испытания, там серьезные команды будут, такие хорошие европейские середняки.
Мне кажется, махачкалинцам стоит быть поосмотрительней. Да я думаю, что Гус Хидинг сделает правильные выводы. Кстати, после игры футболисты говорили, что за 2 пропущенных мяча Гус обязательно сделает нагоняем и выговорит. Не сомневаюсь, что это так и будет. Хотя после матча сам Гус Хидинг сказал, что ему было приятно смотреть на игру своей команды. Ему нравится игра в атаке. Отметил он, конечно, ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам. Но в целом Гус выглядел довольным и таким воодушевленным. Безусловно, и 3-е место сейчас в турнирной таблице. Наверное, это не предел мечтаний Гуса Хидинга и его команды. Тем более, что наигрывается состав, несмотря на какие-то кадровые потери, длинная довольно скамейка сейчас у Анжи, у махачкалинцев, поэтому думаю, что будут еще и хорошие игры и результаты. Ну, отмечу очередное поражение московского «Динамо». Несмотря на то, что поменяли тренера, ушел Силкин, как вы знаете, пришел Дан Петреску, но пока эта замена, эта рокировка тренерская не приносит результатов. В очередной раз московская «Динамо» потерпела поражение. Из 8 матчей 7 поражений и 1 победа у этого клуба. Прочно он осел пока на последнем месте. Клуб, именитый клуб московский, с невероятными традициями, может быть, один из самых именитых наравне там с ЦСКА, со Спартаком в нашем футболе. И, конечно, то, что сейчас происходит с командой, очень обидно. Это, безусловно, то, что происходит с этим клубом, иначе как катастрофой пока, во всяком случае, это так выглядит, назвать нельзя. Посмотрим, что будет. Дальше отмечу победу очередную московского «Локомотива» со счетом 1-0. Подопечные Билича набирают исправно очки. Единственное, что пока не очень радует, качество игры. Ну, во всяком случае, в отчетном матче, в 8-м туре. Сказать, что «Локомотив» показал какую-то выдающуюся игру. С «Рубином» они играли, с казанским. Нет, игра не смотрелась, но вот единственный мяч был забитый железнодорожниками, принес им 3 очка, столь нужных сейчас в борьбе за высокие места. Возможно, тоже новый тренер, еще какие-то связи ищутся. Были эпизодами, «Локомотив» выдавал вот за это время и хорошую игру, но пока стабильности в этом отношении нет. Вообще набирает ход чемпионат, и есть очень интересные игры, интересные футболисты новые, которые появляются. Тем более мы сейчас за этим внимательно следим, что Фабио Капелло уже показал, что он умеет находить таланты, видимо, прислушивается к скаутам, которые незамыленным взглядом, наверное, смотрят на российский футбол. Наверное, нам тоже надо присмотреться к молодым футболистам, которые сейчас выступают, посмотреть, на что они способны, на тех футболистов, которые мы привыкли записывать там, ну, в середняки и так далее. Но вот нет таких стереотипов ни у Фабио Капелло, ни у его помощников. Они как-то, на мой взгляд, очень по-новому взглянули на российский футбол и на тех футболистов, которые выступают в российском чемпионате. Думаю, что это здорово. Может быть, и нам стоит немножко от этой зашоренности избавиться и перестать ругать наш футбол за то, что он самый там некачественный, неинтересный и так далее. Очень хорошие игры случаются. Кстати, победа армейцев 2-0, где Хонда опять проявил себя, забил 2 мяча. Тоже приятно, что этот клуб начинает тоже набирать обороты. Проблемы, наверное, есть еще в армейском клубе. Мне кажется, не избавились еще до конца. Не совсем понятна кадровая политика. Но, во всяком случае, тоже стараются они не отпускать далеко те клубы, которые возглавляют турнирную таблицу. И много еще, думаю, здесь изменится. Ну что ж, вот такие основные реперные точки этого 8-го тура. Внимательно будем следить за тем, что будет происходить на аренах Европы, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Обязательно встретимся здесь, Вестники Кавказа, и обсудим все самое интересное. Пока.